Рада всем, кто зашел на мой канал. С вами Любовь. Современные модные тренды сделали использование панамы весьма востребованной. Именно поэтому в последние годы появилось множество не только летних, но и зимних моделей панам. Главное, чтобы внутри такая панама была теплой, мягкой и не продувалась. Сегодня я займусь пошивом зимней панамы. Для пошива буду использовать остатки пальто из драпа. Большие куски я использовала для перетяжки стула. Ссылочку оставлю. Кому интересно, можете посмотреть. Для подкладки возьму кусочки бязи и остатки свитера из ангоры. Шить сегодня буду по готовой выкройке. Как построить выкройку, я показывала в предыдущем видео. Ссылка будет вверху. Выкройка простая и очень точная. Никаких подгонок в процессе шитья не потребуется. Выкроила две детали для дна. Одну из основной ткани, вторую из подкладочной. Вязь простегала вместе с утеплителем и затем вырезала деталь. С лицевой стороны пришила лейбочку. Для тульи выкроила 4 детали. Две детали из подкладочной ткани, ее я также простегала с утеплителем. И после этого вырезала детали. Две из основной ткани. Детали будут комбинированные. Их я соединила, швы разгладила в разные стороны, проложила с двух сторон от шва строчку 0,2 см. С изнаночной стороны детали проклеила дублерином без припусков на швы. Поля 4 детали. Для изнанки 2 детали из основной ткани, а для лицевой стороны 2 детали комбинированные. Их я тоже проклеила дублерином. Для начала соединила все боковые швы. На деталях из драпа разутюжила швы в разные стороны и проложила отделочную строчку 0,2 см с двух сторон от шва. На подкладке тульи один боковой шов прострочила. На втором сделала закрепки по краям длиной в 2 см. Сборку начну с подкладки. Нахожу середину на донышке. Складываю лицом к лицу с деталью тульи. Соединяю с боковыми швами и дальше по окружности соединяю все срезы. Беру изнаночную деталь для полей, высекаю уголки, складываю лицом к лицу с тульей, соединяю боковые швы и дальше по окружности все срезы. Прокладываю соединительные строчки. Выворачиваю, загибаю припуски в сторону тульи и прокладываю отделочную строчку 0,2 см. Вверху припуски загинаю в сторону дна и прокладываю строчку 0,2 см. На этом этапе уже можно примерить панаму. Беру поля для лицевой стороны, высекаю уголки. Складываю лицом к лицу с изнаночной деталью полей. Соединяю швы и прокладываю строчку. Беру ножницы и срезаю припуск на изнаночной детали до 0,2 см. Припуск лицевой детали заворачиваю в сторону изнаночной и прокладываю отделочную строчку 0,2 см со стороны изнаночной детали. Выворачиваю на изнаночную сторону. Выправляю шов с перекатом на изнаночную деталь и проглаживаю утюгом с паром. Соединила одну лицевую деталь с тульей. Заложила припуски в сторону тульи
и проложила отделочную строчку 0,2 см. Припуски на лицевых и изнаночных деталях, если вы заметили, раскладывала в разные стороны, чтобы не было утолщения на швах. Соединять поля стульей буду в шахматном порядке. Выворачиваю наизнанку, внутрь вкладываю верх изделия лицом к лицу. Соединяю боковые швы со сдвигом по цвету. Прокладываю соединительную строчку. Нахожу отверстие на боковом шве тульи и через него не спеша выворачиваю панаму на лицевую сторону. Зашиваю боковой шов вручную. На этом уже можно и закончить, но я хочу соединить детали внизу тули. Здесь, как вы помните, припуски на швы заложены в разные стороны. Беру иголку, нащупываю пальцами припуски и прошиваю между ними, попадая шов в шов. Это, конечно, можно сделать и на швейной машине, но вручную, мне кажется, соединение будет совсем незаметно. Соединила подкладку с лицевой стороной панамы. Теперь точно ничего не разъедется. Сегодня я сшила панаму для повседневной носки. Она больше подойдет к классическому стилю. Но не ограничивайтесь только этим образом. Панама в любом случае добавит индивидуальности и заставит окружающих обратить на вас внимание. Начните обновление гардероба с панамы. Для нее нужно совсем немного ткани, и к тому же можно использовать вещи, которые вы уже не носите. Жду ваших комментариев. Я на связи. Задавайте вопросы. Я с удовольствием на них отвечу.